Итак, друзья, приветствую вас на канале. Сегодня у нас самый прекраснейший день. На улице у нас солнышко, самый прекраснейший день. Ну, может, у кого-то утро. У меня, в принципе, утро на данный момент. Ну, я думаю, что вы данное видео будете смотреть днем. Итак, что же у нас на крипторынке? На данный момент полнейший крах. Крипта летит тартарары. Все думают, что это медвежка. Пока что подтверждения медвежки еще нету, потому как подтверждение будет, если мы уйдем ниже, чем 70 тысяч долларов и там закрепимся. Ну, после такого падения, конечно, то уже навряд ли будет какая-то дальше бычка. Но в дальнейшем, я думаю, что если мы не увидим продолжение роста, то этот рынок просто-напросто будет скам и все. Сюда больше деньги никто не понесет. Какая же причина у нас, почему рынок льется? Все говорят то, что типа у нас все уже отстреляло, но сейчас бытует такое мнение, что вроде бы как скамеры, которые взломали биржу Bybit, вытянули оттуда эфириум, потом они его отмыли, распродали, обменяли эфириум на альткоины и распродают эти альткоины по рынку и давят тем самым рынок вниз. Но вроде бы как скамеры отмыли эфириум и накупили альты и давят альту, а почему же тогда биткоин падает? Вот в чем вопрос. Почему тогда биткоин падает, если у них только эфириум на рынке? Биткоин должен стоять в диапазоне 100 тысяч долларов, эфириум падать, но мы видим обратное. Итак, эфириум падение на 9,5%, за день опять же все альткоины упали меньше, чем на 5%, даже нету таких альткоинов. Биток 2,8%, все альткоины вот 10, 15, 20% даже некоторые попадали. Это мне напоминает лето 2024 года. Это просто трэш, это просто трэш. Dogecoin, смотрите, 50% потерял. Он был недавно, буквально в январе месяце, 35 центов. 35 центов, даже уже более чем 50%. Solana 121, было 290. Это просто трэш. BNB 536. Ну, BNB намного сильнее, чем Solana. И в следующем цикле можно было бы присмотреться к BNB. Более такой ликвидный инструмент. XRP 2 доллара. Неплохо держится. Итак, что у нас по комментариям? Почитал я комментарии, интересные комментарии люди пишут. Запиши видео, когда можно будет паниковать. Ну, паниковать нужно будет тогда, когда биток опустится ниже, чем 70. Сейчас пан или пропал, или это дно, или медвежка. Дно коррекции, да, конечно же, может быть. Или биток шлепнется на 67, и я в медвежке не сомневаюсь. И распродаю на отскоке. Для положительного сценария нужен быстрый откуп и восстановление цены. Да, вот это вот ты написал правильный комментарий, потому как если мы пойдем на 67, значит биткоин у нас, конечно же, скорректировался намного больше, чем была коррекция летом, то это говорит нам о том, что это первый признак о том, что мы идем на медвежку. Но мы не увидели, конечно же, альт-сезона. И может быть такое, что на отскоке дохлой кошки мы увидим с вами альт-сезон. Может быть такое. И там уже, конечно, можно будет распродаться. Но здесь знатная, конечно, свеча. Просто знатная. Если мы пойдем, вот допустим летом максимум у нас был падение, смотрим на 32%. 32%. Давайте сейчас померяем, что у нас тут. Что у нас тут. Давайте эту фибо мы почистим, все это дело. Вывалились мы вообще с этого канала и уже даже просто закрепляемся на недельке. 32%, да? А здесь у нас, давайте посмотрим. Пока коррекция составляет 29%. Если мы шлепнемся ниже, чем 32%, ну 33%, это будет у нас 72 тысячи долларов, пускай 71 тысяча долларов, то это уже точно подтверждение о том, что это медвежка. И здесь уже на отскоке дохлой кошки, вот будет у нас такой вот отскок. Он может быть через месяц, он может быть через неделю, но через недельку навряд ли. На отскоке при восстановлении битка даже вот перекрыть вот этот вот имбаланс в диапазон битка 92-93 тысячи долларов, может быть 91 тысяча долларов. Вот здесь нужно все дело распродать. Ну, хотя бы распродать 80% позиций. Правда, что там останется от этих позиций, непонятно. Потому как с декабря мы знатно упали. Теперь даже если биток восстановится, если биток тут восстановится,
Альткоинам нужно намного больше дать движения, чтобы они восстановились к значениям, допустим, декабря. Но я уже даже не говорю к значениям даже марта, потому как многие альткоины в декабре не пришли к мартовским ценам. С учетом усреднения в декабре у нас не было мартовских цен. За исключением некоторых альткоинов, такие как Solana, там XRP, к примеру, BNB, например. Большинство альткоинов были не в мартовских ценах. Такие атомы, доты, там старички. Вот. И здесь ты прав. Прав, да. Ты здесь, в принципе, прав. Так нужно будет и сделать. Нужно следить, смотреть. Если действительно мы уйдем сильно низко, то на отскоке нужно будет распродавать. Отскок может быть. Вот если мы посмотрим 2021 год, у нас здесь, смотрите, была коррекция тоже знатная. Оп, коррекция была на 56%. И после завершения коррекции, вот у нас завершилась коррекция, отскок у нас произошел на протяжении 140 дней. Ну, это, в принципе, как раз и в картину нашу влаживается, потому как у нас уже почти что год прошел после халвинга битка, а там уже остается буквально месяцев 4-5, ну, 4 нет, ну, 5-6 месяцев, и бычка должна завершиться. Вот. Так что, я думаю, что сентябрь-октябрь будет отскок, и тогда можно будет покинуть рынок. Может, это раньше сделает, не знаю. Ну, видно, что всех обманули, конечно же. Не хотелось бы увидеть такой бычий рынок. В принципе, вот так. А опять по-новому, за что они не возьмись, все скам. Ну, короче, я не буду выражаться кругом, потому как YouTube банит. Ну, да, везде скам. Какая просадка на портфеле? Сейчас на данный момент 32% у меня просадка. Автор, походу, еще ничего не видел. Да ну почему я ничего не видел? Я был на медвежке, знаю, что это такое. Я же пришел в рынок не вот сейчас вот. Но это ты пришел ко мне на канал, подписался буквально вот недавно. А я пришел в рынок давно. Я знаю, что такое медвежка. Вот даже вот это вот падение я переживал. А медвежка здесь вообще полный трэш. Здесь полный трэш. Вот, смотрите, отскок дохлой кошки. Ну, сколько здесь движения по битку? 42%. Относительно падения у нас здесь было 52%. 52%. Но здесь интересно получается, если ты вот так вот меряешь, то тут получается 108%, да? А здесь получается 44%. Ну, пускай там без фитиля 42%. 30% движения от падения. Вот так вот. Был я на медвежке, знаю, там, ну луна просто соскамилась, FTX, то все соскамится в портфеле, это будет полный скам, понимаешь? Все сидят в альте, в том числе и я, с 21 года, никто ничего не разгрузил, усредняли, докупали, думали, блин, что сейчас хотя бы там какой-то плюс выйдем, уже не говоря о каких-то там иксах колоссальных. Сразу все там поверили в альт-сезон колоссальнейший вот весной, потом увидели этот трэш летом. Уже потом подумали, ну давайте хотя бы 2-3 икса, там может кто-то в ноль выйдет, блин. Усредняли. Я, например, здесь усреднял. Я даже по портфелю не пришел к ценам, которые были в марте. Потому как новые альты, которые я покупал, они просто укатали мой портфель. Просто укатали. А старички, такие как Solana, Pepe, они, например, здесь уже не вывозили портфель. А сейчас уже люди просто... Это просто трэш. Но я думаю, что это все закончится. Типа на этих новостях, что скамеры льют рынок, отмыли бабки и сейчас льют. Все это закончится. Рынок типа откупит. Альт-сезон начнется завтра. Может быть и так. BlackRock покупали 500к биткоинов и больше 1 миллиона эфириум. Толпа в это не верит. Крипта это скам. Здесь зарабатывать нереально. Все будет укатываться. Идиоты. Просто клинические идиоты. Рынком управляет искусственный интеллект. И у которого цена биткоина расписана на 5 лет вперед. А не чел с сигарой на 60-м этаже Уолл-стрит. Поэтому вы не заработаете никогда. Вот, человек написал, это искусственный интеллект. Конечно же, он видит все эти котировки, тудым-сюдым, короче. Но смотри, BlackRock тоже, допустим, если они покупали биток, там, эфириум, они могут шортить его на маржиналке. И все. Для того, чтобы ты шортил на маржиналке, тебе нужен биток и эфириум. Это не просто там фьючи.
Это ты с фичами там залазишь, там с USDT-шками и начинаешь шортить. А там нужен биток или эфириум. Вот для этого он и покупается по любой цене. Даже по 100 тысяч долларов ты его покупаешь. Если в дальнейшем будет рост, ты будешь в плюсе. Если не будет роста, ну и бог с ним, ты можешь шортить. И все. Притом они шортят там не на 100 долларов и не на 1000 долларов. Там миллионы, миллиарды баксов крутится все это дело. В принципе, вот так вот. В принципе, вот так вот. Что там по поводу активов? Нету у нас... там, короче, просили посмотреть некий актив. Сейчас мы его тоже посмотрим. Итак, друзья. Что у нас по CoinMarketCap? На данный момент капитализация 2 триллиона 600 миллиардов долларов. И это не очень хорошо. Это не очень хорошо, потому как капа знатно похудела. Но я думаю, что здесь ничего страшного такого нету, потому как на коронадампе было похлеще все у нас. Капа у нас такая. Так, давайте мы посмотрим доминации. Доминации. Что у нас по доминациям? Дальше у нас биток продолжает расти доминация. Альткоины у нас так себе. Эфириум продолжает падать. 8%. Это просто трэш. 8% доминирования эфириума. Это банальный скам. Доминация биткоина. Давайте мы посмотрим. Сегодня уже доминация биткоина добралась до 62%. Офигеть. Я просто вчера вот смотрел на вот эту вот на палку доминации. Я думаю, ну здесь идет манипуляция. И я просто-напросто буду ее пересиживать. Ничего здесь ты по-другому не сделаешь. Вносить рынок сейчас уже деньги я не буду. Превышать уже риски точно не буду. Ничего покупать не буду. Все как было, так и есть. В принципе, по доминации у нас здесь рост. Может быть такое, что у нас здесь, ну, уже даже пробили вот февральский месяц. А вот на дневке очень интересный момент. На дневке. Смотрите, здесь уже идет доминация с сильнейшими фитилями. Раз фитиль, 2 фитиль, 3 фитиль, 4 сильный фитиль, 5. Такие фитили были у нас еще в 2021 году. Тут у нас в основном доминация с маленькими шла фитилями. Проторговочки такие маленькие. А сейчас, в принципе, распил. Смотрите, тут у нас тоже сильнейшие фитили. Фитиль. Оп, фитили. Видите, огромные фитили. Это все идет распил. Просто-напросто идет распил. Также, если мы посмотрим, допустим, 2018 год, здесь уже идут маленькие фитили. Маленькие. Это мы уже и шли на медвежку. Биток погружался на медвежечку, доминация росла. Но огромные фитили в основном и шли на распиле перед падением доминации. Я думаю, что здесь аналогичная ситуация. И они сейчас здесь это все дело пилят, но думаю, что доминация у нас должна в какой-то определенный момент падать, конечно же, потому как без падения доминации битка мы ничего по-другому здесь не увидим. Итак, вышли мы с нисходящего канала, закрепились здесь. У нас есть, конечно же, еще открытые цели, это проторговать вот этот вот фитиль. Может быть такое, что мы увидим даже доминацию 63%. Вот, 63%. По временному интервалу у нас 18 марта, это как раз примерно заседание ФРС по поводу ставки. Может быть еще такое, что Трамп давит на рынок своими пошлинами всякими. Он, короче говоря, принимает для того, чтобы обвалить рынки и заставить, вынудить ФРС включить печатный станок. Но я в это очень сильно сомневаюсь, потому как Трампу нужен сильный бакс. И обваливать бакс он навряд ли будет. Итак, что у нас по DXY? Давайте мы посмотрим. Мы в последнее время смотрели DXY. Он там знатно, конечно же, падал. Сейчас, наверное, падение закончилось. Нет, неделя у нас опять же красная. Сегодня у нас вторник, смотрите, DXY продолжает падать. И это неплохо. На дневке тоже у нас дневка красная. Это, конечно же, неплохо. Чем будет ниже падать DXY, тем лучше будет для криптовалюты. Закончится эта манипуляция, и я думаю, что у нас все будет очень хорошо. Также доминация стейблкоинов. Давайте мы посмотрим.
Это я не график открыл. Давайте-ка мы посмотрим доминацию стейблкоина. Ну, сейчас люди, народ массово, короче, выходят в стейблы, по всей видимости. Покидают рынок, выходят в стейблы. Да. Здесь у нас может быть сформироваться паттерн чашка с ручкой, потому какое закругленное донышко отрисовали. Но выходят они в стейблы, конечно, паника на рынке. Идет выброс в стейблы. И еще можно посмотреть, конечно же, доминацию биткоина. Доминацию биткоина мы посмотрели, доминацию альткоинов. И хочу еще один график вам показать. Альткоины у нас. Ну вот у нас неделька. Здесь они просто замерли. Хоть они и сливаются, но доминация альты просто замерла. Она ничего не делает. Как это было летом, смотрите. Вот летом тоже здесь замерли и все. А трэш творился у нас все лето. И также давайте еще посмотрим капитализацию. Total. Total 3 и Total 1. В принципе, по Total 1 у нас Corona Dump тоже было сильнейшее падение. Если у нас сценарий Corona Dump здесь вот, то смотрите, мы буквально по Total восстановились. Вот у нас было донышко, восстановились по тоталу на 340%, да, на 340%. И потом, после восстановления, мы откатили на 72%. Мы пришли, откуда начинался рост. Вот у нас дно медвежки, восстановление, и опять же пришли сюда. Аналогичная ситуация может быть и здесь. Если у нас готовят Corona Dump, манипуляцию сильнейшую, перед ростом, то здесь мы можем, конечно же, даже провалиться вплоть 1 триллион 400 миллиардов. Вот так вот сквизом сюда. И потом сильнейший выкуп и, конечно же, to the moon. Конечно же, хочется верить в to the moon, но просто с текущих медвежка, но это просто нелогично. Я понимаю, если бы у нас бы было по эйфории, там, если бы там бы лайткоин пошел бы на перехай, если бы там бы, ну... цели все были поставлены, по эфиру были поставлены цели, по Total 3 были поставлены цели. Total 3 должен был достигнуть 2 триллиона долларов, потому как всегда так было на истории. Но этого мы не увидели. Мы не увидели даже подтверждения на метриках, то, что это уже пик бычьего рынка был. Вот у нас по Stock to Flow мы видим то, что нет желтой зоны. А желтая зона это эйфория распределения. Также, если мы посмотрим на P-Cycle, тоже так же самое, здесь мы не видим. Мы здесь не видим никакой эйфории, никакого пика бычки. Вот. P-Cycle дальше продолжает идти, как и шел. Ну, вроде бы как ситуация, как летом, к примеру. Вот. Все. Так что еще должно быть все впереди. Просто цикл, конечно же, растянут. Циклы вообще растягиваются. Если мы посмотрим 13-15 год, здесь был такой коротенький цикл, потом чуть растянули. Здесь у нас тоже было чуть растянули. Здесь тоже растянули. И это видно на Stock to Flow метрике. Смотрите, цикл растягивается. Пик цикла будет у нас только вот в августе месяце. Ну, может быть, на сентябрь где-то вот так вот. Потому как здесь тоже пик прогнозировали на июль, а составил пик буквально в ноябре. Так что я думаю, ну это обычная манипуляция. Конечно же, слабые руки будут выходить, покидать позиции. Ну, если у тебя есть прибыль, можно покинуть. Некоторые люди у меня на телеграм-канале, они, кто подписан, они уже покинули рынок. У них был биток, они взяли движение по биткоину, сказали, альта нам не нужна, и ушли с рынка. Они сидели чисто в битке. Вот. Но альткоины, конечно, да. Также, по поводу самый худший сценарий, смотрим. Первый квартал, биток 14%, это самый такой худший сценарий, практически, ну, здесь у нас было в 2018 году это медвежка, 15 год медвежка, 14 год тоже медвежка. Сейчас у нас 14%, вроде бы как все разворачивается на медвежку. Эфириум квартал, смотрите, самый худший. Но самый худший был только в 2018 году, 46%. Здесь 44,26%. Было 20%. Это просто трэш, это уму непостижимо. Дальше, январь-март 5% по биткоину уже. Ну, это просто трэш. И в принципе,
Я думаю, что если у нас есть падение по эфириуму, смотрите, 3 месяца красный. Ну это что же не может продолжаться просто без, ну вот так вот, красный, 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 красный. Если здесь у нас есть красное, здесь будут скоро где-то там зеленые месяцы, может это будет май, июнь, будет отскок, можно будет на отскоке в принципе распродаться. Там уже будем смотреть по факту. А может устроит эту самую эйфорию. Мы посмотрим, может в марте у нас... Тут все зависит, я думаю, от заседания заседания ФРС по поводу ключевой ставки. Если они только начнут понижать ставку, значит, я думаю, что это была манипуляция. В дальнейшем будет смягчение какое-то. Если они опять оставят это все на паузе, то, короче говоря, это все можно сказать, что нас хоронят полным ходом. И, в принципе, все. Также с активов. Лайткоин у нас не пошел ни на какой он перехай, а лайткоин на пике бычки всегда и шел на перехай, а он просто-напросто не ушел на перехай. Я просто в шоке, даже дропстеп завис, это просто капец. Я его обновляю. Да, это просто трэш. Короче, лайткоин $87, Starknet 14 центов, это просто трэшамба. Был 13 центов, это просто трэш. Смотрите, даже графики виснут, они просто... Ничего не работает. Это просто трэш, это просто трэш. Чиа у нас $12, ну это просто трэшамба. Миледис у нас тоже откатила, конечно же, 20% потеряла. Есть у меня тоже Миледис. Просадка, блин, там по ней капец. Ну что сделаешь, буду держать. Здесь у нас есть инвестор DF Labs. Инвестиции, не предоставляется информация, нету, по каким ценам они инвестировали, ничего нету. Ну, на рынке творится трэш. Капитализация $20 миллионов. Но все равно я буду сидеть, посмотрим, что у нас там произойдет дальше. Биточек наш, давайте посмотрим. 79 800, эфириум 1800, BNB 536, Solana 121, Ада Кардана 70 центов. Это просто трэш, это просто трэш. Такой трэш творится на рынке. Но если будет коронадам, то текущие цены по альте могут еще минус 50% показать. По-любому. Трамп вообще всех скамит. $10 Трамп. Ой, боже. Да, не хочет открывать. Ну, перегрузка, наверное, полностью. На рынке просто трешак. Также по поводу Байбита. Вчера там пускали разные новости, то что Bybit не платежеспособная система. Но у меня монетки GMT были в стейкинге в Bybit вчера. Я их вывел на холодный кошелек, все там выводится, все нормально. И на Bybit вот скоро будет ланчпад. Так что, друзья, я думаю, что просто так ланчпады на голимом рынке не проводят. И я думаю, что все будет хорошо. Дождемся мы, конечно же, того самого Туземуна. Будет ли этот Туземун, знает только сам манипулятор, просто больше никто не знает. Но слили, конечно, рынок знатно. Знатно слили. Сам я даже такого не ожидал. Хотел в декабре увидеть какой-то результат на портфеле, но по альткоинам мы видим плачевное состояние. В марте был плюс, небольшой плюс. С марта я зафиксировал только BNB летом по $600 примерно. И дальше я потихоньку усреднял портфель. Некоторые позиции я усреднил, потом некоторые я докупил. Ноткоин, например, я докупил. Еще какие-то монетки там я докупал был. Но мы в дальнейшем не увидели никакого роста. Даже Hamster Combat я покупал. У меня были бесплатные монетки, там на $10 дали. Конкретно он скорректировался на 85%. Я еще был докупил его на $50. Думаю, ну чтобы уже как-то там вывести, ну чтобы хотя бы какая была крупная сумма. И все равно Hamster Combat укатался с моей точки входа еще на 70%. Вот. И в принципе что? Летом было еще долито некое количество денег в рынок. Но в декабре мы даже не пришли к значениям марта. И портфель показывал намного ниже результат. Именно там смотрю 8 декабря, ну, думаю, ну рост есть, но это только начало. Пускай там будет коррекция, месяц, может полтора затянут. С середины января будет у нас рост дальше. Пересижу. Ну, мы видим то, что видим. У нас инаугурация Трампа. На инаугурации рынок валится. Трамп ничего не говорит за биткоин.
а он говорил постоянно до инаугурации, что он типа там криптогуру, туда-сюда. Но это было понятно, что человек просто идет к власти на хайпе. На хайпе он пришел к власти, а добрался он до власти, ему уже этот хайп не нужный. Ему уже этот не нужный. Это как депутаты раздают гречку и говорят, типа, все будет хорошо, вот нате вам гречку. А потом делают гречку по 85 гривен. Был такой момент. Кто, конечно же, в курсе, тот в курсе. Сначала раздали бесплатно гречку, а потом в моменте сделали ее по 85 гривен, чтобы отобрать бабло. То, что потратили на гречку при инаугурации. Ну, не при инаугурации, а при... Как она уже, блин, просто забыл, как она называется. Да, короче, блин. И тут Трамп просто... Нет реакции рынка на инаугурацию Трампа, рынок делает коррекцию, а потом выпускает мемкоин. И мемкоин просто отсасывает большинство ликвидности с рынка. Люди приносят, и я уже неоднократно говорил, что рынком управляет какой-то не манипулятор, а гопник. Люди принесли бабки, усреднили, раз вытянули. Принесли, усреднили, раз вытянули. Считаю, что с рынка вытягивают деньги просто вагонами. То, что там говорит, что никто там не вытягивает, ну а куда они деваются? Капитализация была в пике 3 триллиона 700 миллиардов долларов. 1 триллион просто вот так, фух, сняли. Понятно, что какие-то цифры там рисованные, но все равно. Медведи просто рвут этот рынок по клочкам. Шортисты шортят, все это такое. Я не знаю, что это за бычка, когда просто-напросто... Просто все лонгисты выбриты. Выбриты все лонгисты. Что это за бычка, я не знаю. Люди уверовали в бычку, то, что у нас бычка, давай будем лонговать. И тут манипулятор всех просто нагибает полным ходом. И в итоге вот у нас последнее событие, заседание по поводу криптовалют. Криптоскамит, можно так сказать, тоже ничего не сделал. Но я, в принципе, эти новости, на них не реагирую, потому как понятно, что уже новости заложены в цену, и рынок подвезли под эти новости, а в дальнейшем реакции никакой уже и не будет. А то, что, допустим, сейчас льют, сделали такой трэш, и действительно мы не увидели никакого альт-сезона, никакого пика бычьего рынка, то это, конечно же, плачевно. Ну, я думаю, что все у нас наладится, все будет хорошо. Переживем мы эти коррекции. Если это коррекция, то биток у нас ниже не уйдет. Если, конечно же, это не коррекция, то биткоин уйдет ниже, чем 70 тысяч долларов. И там закрепится, и это будет точно медвежка. Ну, даже может без отскока дохлой кошки. Но я надеюсь, что отскок дохлой кошки будет у нас. На отскоке дохлой кошки вообще-то встают шорты. Там тоже нужно быть очень аккуратным, если вы на фьючах. Соблюдайте риск money management. Всем пока. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. До связи. Мирного неба.